Ученые сделали удивительное открытие, обнаружив ранее невиданную пирамиду, скрытую в песках Иудеи, после небольших раскопок, которые вызвали большой интерес в научных кругах и посылили резкое возрастание популярности археологических исследований в этом регионе. Они выяснили, что пирамидальная структура содержит сокровища, которые не трогали более 2000 лет, а также исторические тайны, к которым мы можем получить доступ только сейчас, спустя много веков. На месте крепости Зохар, расположенной на величественной возвышенности 2600 футов над уровнем Мертвого моря, археологи тщательно искали манускрипты, которые могли бы предоставить новую и ценную информацию об истории этого уникального участка. Этот раскоп изначально стал частью долгосрочной кампании, запущенной властями для защиты таких памятников, как этот, от грабежа и несанкционированных раскопок, которые часто приводили к потере ценных находок и разрушению культурного наследия. То, что они не ожидали, так это найти пирамидообразную структуру, построенную на вершине холма, составленного из вручную обработанных и подогнанных непомерно тяжелых камней, чье точное расположение уже само по себе представляет интерес для историков. Каждый из этих камней, весивший сотни фунтов, демонстрировал высокую мастерскую работу древних строителей, которые использовали технологии, о которых у нас есть лишь отрывочные сведения. Сначала эксперты подумали, что эта находка просто гробница, но вскоре они заметили характерную форму оригинальных стен и поняли, что насыпь, которую они обнаружили, представляет собой сложную и тщательно спроектированную архитектурную конструкцию. Они сразу осознали, что кто-то уже копал верхнюю часть структуры. Вероятно, это были грабители, которые заметили там что-то ценное и решили рискнуть попыткой заполучить это. К счастью, большая часть структуры все еще была похоронена в песке, что означало, что наиболее ценные и значимые находки были скрыты от любопытных глаз и сохранялись в безопасности, что расширило горизонты возможных находок для будущих археологических исследований на этом загадочном месте. В первую неделю раскопок волонтеры, в том числе студенты и любители археологии с разных уголков мира, нашли фрагменты папируса, бронзовые вазы и даже древнюю мебель, которые были необычайно хорошо сохранены, несмотря на миллионы лет, прошедших с момента их создания. Пустынный климат с его особенностями стал великолепным союзником в сохранении этих артефактов на протяжении тысячелетий. Благодаря очень низкой влажности в воздухе плесень не могла образоваться, а значит, органические материалы, такие как древесина и волокна, защищены от растрескивания и деформации, что дарует исследователям уникальную возможность изучить их в идеальном состоянии и получить важные исторические сведения. Гипотезы предполагают, что пирамида была построена в период первого храма, однако новые открытия и находки показали, что она относится к более позднему эллинистическому периоду, после смерти Александра Великого. Учитывая это и тот факт, что строение было создано около 2200 лет назад, исследователи и историки выдвигают мнение, что оно, вероятно, появилось вскоре после внезапной смерти Александра Великого, знаменитого древнегреческого царя Македонии, который оставил значительное наследие в исторической памяти человечества. В то время его генералы, стремясь развить свои собственные амбиции, разделили огромную и влиятельную Селевкидскую империю на части. Птолемей взял под контроль Египет и окрестные регионы, включая область Мертвого моря, в то время как Селевк контролировал север, который теперь является частью современного Ближнего Востока.
Загадка о том, была ли пирамида построена под правлением Птолемеев или Селевкидов, делает историю еще более интригующей и увлекательной для изучения. На месте раскопок были найдены монеты как Птолемеев, так и Селевкидского царства. Тем не менее, множество ученых и историков уверены, что она была построена в тот период, когда регион находился под контролем именно Птолемеев, и это подтверждают сравнительно недавние находки, сделанные в этой области. Доказательства также указывают на то, что здание, несмотря на свою долговечность, в какой-то момент обрушилось. Но это не единственная причина, по которой его заброшенное древними египтянами, что порождает множество вопросов о том, с какой целью оно было построено и использовалось. Некоторые исследователи считают, что оно использовалось как гробница из-за своей живописной локации на вершине холма, а другие полагают, что оно могло служить историческим памятником, олицетворяющим величие своего времени, утверждая, что эта структура могла быть важным местом поклонения и культурного обмена. Однако одна из самых убедительных теорий заключается в том, что пирамида была сторожевой башней, защищавшей важный торговый путь, вдоль которого соль и продукты из Мертвого моря транспортировались к прибрежным портам, что играло ключевую роль в экономике региона, обеспечивая прибыль и безопасность местным торговцам и предпринимателям. Они также полагают, что данная структура могла использоваться птолемейскими чиновниками для сбора налогов с путешественников. Это было бы чем-то эквивалентным современным пунктом взимания платы или даже инспекционным агентством портов, которые контролируют движение товаров и взимают пошлину за проход. И это показывает, как развивалась система налогообложения в древности. Хотя содержание папирусных документов остается загадкой, изучение их продолжает вызывать живой интерес у ученых, кажется весьма вероятным, что они были написаны с использованием греческого алфавита и имеют общеупотребительное значение, что также подчеркивает влияние греческой культуры в этом регионе. Некоторые эксперты полагают, что это могут быть налоговые документы, что имеет смысл в свете теории о том, что пирамида действительно была сторожевой башней, играющей важную экономическую роль в управлении ресурсами. Команда археологов называет это «открытие захватывающей исторической загадкой», которую раскопки помогают разгадать, но находка – это всего лишь песчинка в бескрайней пустыне, полная историй, ждущих своего часа. Эти раскопки являются частью более крупного проекта, который продолжается уже долгое время и охватывает значительные территории. В течение последних 8 лет он обследовал 111 миль пустынных утесов и идентифицировал около 900 пещер в этом радиусе, что является внушительным объемом работы. Используя отталкивающее оборудование, современные технологии, такие как георадары и лазерное сканирование, а также методы специализированной документации, археологи смогли обнаружить тысячи редких предметов, таких как скрытые свитки, инструменты для деревообработки, ковры, кожаные изделия и даже валютные ценности, отражающие высокую культуру и экономическое состояние региона. Их находки подразумевают наличие сложных торговых маршрутов и культурных обменов, которые проходили через эту область на протяжении веков. Для них Иудейская пустыня является древним хранилищем, полным тайн и удивительных открытий Бассы, ждущим своего момента, чтобы приоткрыть свои многовековые секреты и показать миру свою историческую значимость. За несколько лет до того, как они нашли загадочную пирамиду,
Они случайно наткнулись на пещеру, которая служила укрытием для еврейских повстанцев почти 1900 лет назад, что наглядно демонстрирует, как история накапливается с течением времени. Это историческое место находилось примерно в 262 футах от вершины утеса, и из-за своей труднодоступности его еще не исследовали, оставляя его тайны нетронутыми. Внутри пещеры они нашли ранее неопубликованные фрагменты свитков Мертвого моря, которые содержали религиозные отрывки, написанные на греческом языке. Ученые смогли реконструировать 11 строк текста благодаря хорошему состоянию найденных папирусов, что стало важным шагом к пониманию древних текстов и их значения для истории, религии и культур. Наверное, самое лучшее заключалось в том, что не возникло проблем с сохранением. Благодаря сухим и жарким условиям пустыни артефакты находятся в безупречном состоянии, что снова подчеркивает важность сохранения культурного наследия для будущих поколений. И там были и другие исторические сокровища. Команды нашли редкие монеты, частично мумифицированный скелет, которому более 6000 лет, со сплошной кожей, сухожилиями и даже прядями волос, что показывает высокую степень бальзамирования древних египтян и их знания в области медицины. Также была обнаружена гигантская корзина, сделанная из растительных волокон, которая была признана самой старой в мире. Ей более 10 тысяч лет, и она могла вмещать до 26 галлонов. Эта корзина была сделана примерно за 1000 лет до изобретения керамики, что делает ее уникальной находкой с точки зрения археологии и требует пересмотра временной шкалы развития материальной культуры в регионе. Говоря о значительных исторических сокровищах, есть еще одно открытие, которое привлекло внимание научного сообщества. Это небольшой кусочек ткани, которому около 3800 лет. Но это не просто обыкновенная ткань. Она была окрашена редкой алой краской, упоминаемой много раз в древних религиозных текстах и преданиях. Эта находка является самым древним известным доказательством ткани, окрашенной красителем, полученным из насекомых, известных как червяки, что делает ее особенно интересной для исследователей древней истории. Именно отсюда происходит интенсивный красный цвет, который был символом власти и статуса. Это был высокоценный цвет, подобный королевскому синему и пурпурному, поскольку эти насекомые обитали в дубах и могли быть собраны только на короткий период в течение года, что делало их краску особенно дефицитной и труднодоступной. Таким образом, эти красители были зарезервированы для священных тканей, таких как одеяния священников, что подчеркивало их статус и религиозное значение в обществе, включая их использование на церемониях и при создании святых реликвий. И хотя это открытие имеет огромное значение для археологии, его размеры на самом деле крошечные, они не превышают 1 дюйма в длину. Фрагмент был случайно обнаружен в 2016 году во время раскопок в так называемой пещере черепов, но до сих пор неизвестно, как эта ткань могла оказаться на этом месте, оставляя пространство для множества гипотез и теорий о ее происхождении. По мнению экспертов, это явное доказательство того, что люди уже знали, как красить шерстяные волокна примерно 3800 лет назад, что свидетельствует о высоком уровне развития текстильной культуры. Оно также подтверждает, что древняя текстильная промышленность использовала животных примерно в то же время, когда люди начали создавать ранние письменные источники, что подчеркивает культурные и технологические достижения общества. Ткани, окрашенные с использованием такого вида красителя, были зафиксированы в более поздние исторические периоды, что делает это открытие важным для понимания эволюции текстиля и моды в древние времена.
Но что делает этот кусок действительно особенным, так это тот факт, что он намного старше любого другого известного фрагмента, который когда-либо находили. Еще одно важное открытие было сделано в 1980 году, когда ученые нашли семя, которому было более 1000 лет, и это семя проросло в загадочное дерево по имени Шева. Они потратили целых 14 лет на культивирование этого растения, которое теперь достигает относительно впечатляющих 10 футов в высоту только для того, чтобы позже выяснить, что оно может принадлежать вымершему роду деревьев, которые когда-то росли в этом регионе. Это семя относится к периоду между 993 и 122 годами нашей эры, и они полагают, что Шева может быть библейским деревом, которое обычно ассоциируется с процессами исцеления и восстановления. Древние тексты упоминают о нем как об источнике жизни, исцеления для многих. Это может снести новую перспективу на использование растительности в повседневной жизни древнего человека. Хотя не удалось точно идентифицировать вид, поскольку дерево на данный момент не зацвело, мы знаем, что оно принадлежит роду капора, который связан со знаменитыми африканскими растениями, такими как миртовое дерево и другие. Но время открыло нечто еще более особенное о Шеве. Его листья и смолы богаты соединениями, обладающими лекарственными, антиоксидантными и даже успокаивающими свойствами для кожи, что делает его уникальным для науки. Это означает, что дерево может представлять собой забытый род, чья смола имела значительную медицинскую ценность, и упоминалось в древних текстах, что открывает новые горизонты исследований. Это подчеркивает, каким образом древние люди справлялись с ботанической медициной, использовали природные ресурсы в своих целях и обеспечивали свое выживание. Благодаря этому открытию мы можем лучше понять, как различные культуры древности использовали доступные им средства для улучшения своей жизни и здоровья. Эпитеты и названия, которые в те времена придавались различным растениям, показывают, насколько продвинутой была их система знаний о фитолекарствах и лечениях. Далее, на этом заканчивается наш обзор на сегодня. Так что если вы удовлетворили свое любопытство и узнали что-то новое, не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями, чтобы они тоже смогли узнать больше. Или если вы хотите больше таких историй, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на светлой стороне, полной вдохновения и нового знания. Чтобы продолжить исследовать мир археологии и ее значимость для нашего понимания истории человечества, не упустите возможность погрузиться в увлекательные факты и открытия, которые поджидают на каждом шагу.